Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня будем вязать вот такую игрушку. Это девочка-дракончик. У нее есть рожки, шипы и, конечно же, крылышки. Если вам понравилась эта игрушка, присоединяйтесь к нашему мастер-классу. Для вязания нам потребуется пряжа плюшевая. У меня это зеленый оттенок. Розовое платье, потом крылья обвязаны желтым цветом, и вот здесь ножки у нас тоже желтенькие, и белая пряжа для шипов и рожек. Также понадобится черная плюшевая пряжа, чтобы вышить ноздри и брови, и глазки 18 миллиметров. Холофайбер, крючок номер 4, и в принципе все. Сейчас будем вязать руку дракончику. Вот такая у меня рука. С такой вот окантовкой рукавчик. Начнем вязать вторую ручку. Одну я уже связала, мне нужна вторая. Первый ряд. Набираем 2 воздушные петли. Один, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Делаем соединительный столбик. И начинаем вязать второй ряд. Петля подъема, 6 прибавок, первая прибавка, в следующую петлю вяжем вторую прибавку, третья, еще 3 прибавки, вяжите самостоятельно, в конце делайте соединительный столбик. Я закончила второй ряд, 3, 4 и 5 ряд вяжем по 12 столбиков без накида. Вначале делаем петлю подъема, а в конце соединительный столбик. Вяжем самостоятельно 3 ряда. Шестой ряд. Делаем петлю подъема, вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь убавка. Так. Один и вторая убавка. 2. Далее довязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 и делаем соединительный столбик. С 7 по 11 ряд, то есть 5 рядов, провязываем 10 столбиков без накида в каждом. Вяжем самостоятельно. В конце 11 ряда необходимо сменить нить на розовую. Я провязала 11 ряд. Сейчас у меня 10 столбик. Завершаем его розовой нитью. Все ниточки подтягиваем и соединительный столбик делаем также розовой нитью. Кончики необходимо связать. И 12 ряд мы провязываем 10 столбиков без накида розовым цветом. Сделали петли подъема. Теперь провязываем 10 столбиков за заднюю стенку. Таким образом вяжем
до конца ряда. За передней стенки мы будем вывязывать вот такие вот рюшечки. Следующий ряд вяжем 1 столбик, прибавка, то есть 2 столбика из одной петли. Провязываем эту комбинацию еще 4 раза самостоятельно, у нас по кругу 15 столбиков. Начинаем вязать 15 ряд, делаем петлю подъема, затем вяжем 2 столбика, прибавка. Первый столбик я провязала, второй столбик, теперь прибавку. Повторяем эту комбинацию до конца ряда, и у нас по кругу должно получиться 20 столбиков. Начинаем вязать 16 ряд, делаем петлю подъема и провязываем 20 столбиков. Из одной петельки вывязываем 1 столбик. Вяжем самостоятельно. Начинаем вязать 17 ряд, вяжем петлю подъема, затем 2 столбика и убавка. Первый, второй, теперь делаем убавку. Провязываем эту комбинацию еще 4 раза, у нас по кругу 15 столбиков. 18 ряд вяжем 1 столбик и убавка 5 раз. Сделали петлю подъема, 1 столбик, убавка. Эту комбинацию вяжем еще 4 раза, у нас по кругу 10 столбиков. Так, теперь сделаем рюшечки. Я рукавчик этот завершила соединительным столбиком, нить обрезала, спрятала внутрь. Теперь берем, заводим крючок за переднюю стенку, фиксируем нить и провязываем сюда же столбик без накида. Так, одну воздушную петлю, затем следующую петельку переднюю за переднюю стенку, заводим крючок, провязываем столбик, опять воздушная петля, следующую вяжем столбик, кончик ниточки сразу прячу в вязании. Опять воздушная петля. И так мы вяжем по кругу за переднюю стеночку. И в конце делаем соединительный столбик. Нить обрезаем и прячем в вязании. Наша рука готова. Я довязала наши ручки. Набила их холофайбером. Снизу я набила их поплотнее. Сверху слегка, чтобы рукав держал форму. У меня вот такая ножка одна уже готова. Сейчас вторую свяжем вместе с вами. Берем желтую нитку и набираем 2 воздушные петли. Один, два. Теперь во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поскольку ножка у нас идет 2 цветов, то я буду вязать через соединительные столбики, чтобы при смене цвета переход не шел ступеньку у меня. Делаем соединительный столбик. Вот соединительный столбик сделали. Начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду вяжем петлю подъема и 6 прибавок. Сделали петельку подъема, сюда же вяжем 1 столбик и второй. Следующую петлю
один столбик и второй. Вяжем еще 4 прибавки самостоятельно. Теперь делаем соединительный столбик в следующую петельку после нашей петли подъема. Вот что у меня получается. Следующий ряд, третий, делаем петлю подъема, затем вяжем 1 столбик, прибавка 6 раз. Сюда же провязываем столбик, в следующую вяжем прибавку, то есть 2 столбика из одной петли. Опять столбик, следующую прибавка. Вяжем эту комбинацию еще 4 раза самостоятельно. В конце делаем соединительный столбик. Для тех, кто обычно вяжет игрушки по спирали, хочу показать, куда мы делаем соединительный столбик. Это у меня последняя прибавка, затем вот остается петелька, затем идет петля подъема, и вот следующую мы делаем соединительный столбик. Вот наш ряд закончен. Начинаем вязать 4-й ряд. В конце 4-го ряда у нас будет смена нити. Итак, вяжем 2 столбика и прибавка. Петлю подъема я уже сделала. Вяжем 1, 2. Теперь прибавку. Опять 1, 2. Затем вяжем прибавку. Повторяем комбинацию еще 4 раза и заканчиваем соединительным столбиком. У нас по кругу 24 столбика. Так, я провязала свою последнюю прибавку. Теперь беру нить основного цвета. И вот эту вот прибавку, недовязанную, я провязываю нитью основного цвета. Подтягиваем желтую нить. И соединительный столбик тоже вяжем уже нашим основным цветом. Вот что у меня получается. Желтую нить нужно обрезать, кончики связываем на узелки и продолжаем вязать вот этой зеленой нитью. 5-й ряд, вяжем петлю подъема, затем 24 столбика без изменений. В каждую петельку вяжем 1 столбик. Провязываем до конца ряда самостоятельно, в конце делаем соединительный столбик. Начинаем вязать 6-й ряд. Делаем петлю подъема, затем вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем еще 5 столбиков самостоятельно. Теперь в следующую петельку вяжем 3 столбика с одним накидом. Показываю, я сделала накид. Затем начинаю вязать столбики. Не довязала, оставляем 2 петельки, затем опять делаем накид в эту же петельку, еще провязываем 2 петельки. У меня теперь на крючке 3, опять накид, сюда же вяжем 3-й столбик, также не довязываем его. У меня сейчас 4 столбика. Затем делаем накид и вяжем 3 столбика с одним накидом. Также в следующую петлю. Вот 1, 2 и последний, 3. Вот у меня на крючке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петелек. Берем и провязываем их все вместе. Вот таким образом. Теперь вяжем в следующую 1 столбик. То есть моя петелька, вот она. 1 столбик вяжем без накида. Вот этот пальчик получившийся выверните в нужную сторону. Теперь вяжем 2-й пальчик. Также делаем накид. Следующую вяжем столбик с одним накидом. Не довязываем его до конца. Еще раз накид.
Это у нас второй столбик с одним накидом. И третий. Вот сейчас у нас 4 петельки. Теперь в следующую также вяжем 3 столбика с одним накидом. Вот 1, 2, 3. Сейчас у меня 7 петелек, их провязываем все вместе. Вот второй пальчик, следующий столбик, вяжем 1 столбик без накида. Пальчик выворачиваем, начинаем вязать третий пальчик. Опять делаем накид, в следующую петельку не довязываем 3 столбика с одним накидом. Вот первый, теперь второй, третий, теперь опять 3 столбика с одним накидом в другую петель. Вот наш первый столбик с одним накидом, теперь второй и третий. Сейчас на крючке 7 петелек, провязываем их все вместе. Вот. И в следующую вяжем столбик с одним накидом. Вернее, столбик без накида. Вот что у нас получилось. Теперь дальше вяжем до конца столбики без накида. Нам нужно провязать 5 столбиков. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. И затем осталось нам сделать соединительный столбик. Наш ряд закончен. В 7 ряду делаем петлю подъема, затем вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Продолжаем. После 10 столбиков без накида делаем 3 убавки. Поднимаем передние стенки 2 петель. И провязываем их вместе. Первая, вторая. Провязали. Следующая, первая и вторая. Опять вместе провязываем. И последняя наша убавка. Первая стенка, вторая. Провязали вместе. Далее вяжем до конца столбики без накида. И в конце делаем соединительный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Затем соединительный столбик. Начинаем вязать следующий ряд. В 8 ряду сделали петлю подъема. Затем опять вяжем столбики без накида. И в количестве 8. Я уже 3 провязала. 4, 5, 6, 7, 8. Теперь надо связать 3 убавки. Поднимаем передние стенки 2 петель и провязываем их вместе. Первая убавка, вторая и последняя, третья.
Прибавки провязали, вяжем 4 столбика без накида и соединительный столбик. 1, 2, 3, 4, 5 соединительный столбик. Ряд закончили. У нас сейчас по кругу 15 столбиков. С 9 по 14 ряд вяжем 15 столбиков без накида. То есть провязываем 6 рядов без изменений. Делаем петлю подъема в начале ряда и в конце ряда делаем соединительный столбик. Вяжем самостоятельно. Начинаем вязать 15 ряд. В 15 ряду делаем петлю подъема. Затем по первой ножке провязываем 7 столбиков без накида. Сюда же вяжем 1 столбик. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь делаем 2 воздушные петли. Берем вторую ножку. Я взяла вторую ножку. Вводим крючок в петельку. Вытягиваем нить и провязываем вместе. Далее по второй ножке вяжем 15 столбиков без накида. Так, здесь у нас был соединительный столбик, из-за этого захватываем петлю, где у нас соединительный столбик, и следующую провязываем их вместе. Это у нас второй столбик, третий, четвертый, пятый. Продолжаем вязать еще 10 столбиков самостоятельно. Я провязала 15 столбиков, дошла до воздушных петель. Теперь из каждой петельки вывязываем по одному столбику. Вот моя первая петелька. Провязываем 1 столбик без накида. Затем здесь у меня идет вторая петелька. Провязали. Теперь вяжем по первой ножке 8 столбиков. И так мы доходим до конца ряда. В конце делаем соединительный столбик. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дошли до конца и делаем в конце соединительный столбик. 15 ряд закончен. У нас по кругу 34 столбика. В 16 ряду вяжем петлю подъема. Ставим маркер на начало ряда. Затем провязываем из каждой петельки 1 столбик без накида. Где у нас были воздушные петли, там провязываем по одному столбику. Вяжем до конца ряда самостоятельно, в конце ряда делаем соединительный столбик. 17 ряд вяжем 1 воздушную петлю, затем провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. В следующую петлю вяжем прибавку, то есть 2 столбика из одной петельки. Провязали, далее вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем самостоятельно. Я провязала 9 столбиков. В 10 вяжем прибавку. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь делаем прибавку. 2 петельки, 2 столбика из одной петельки. Далее вяжем 8 столбиков и прибавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь делаем прибавку. Нам остается провязать еще 4 столбика без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4. И в конце делаем соединительный столбик. Мы закончили 17 ряд. У нас по кругу 38 столбиков. Начинаем вязать 18 ряд. Сделали петлю подъема, затем вяжем 2 столбика без накида. 1 и 2. Теперь делаем прибавку. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую петлю прибавка. Далее вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Теперь вяжем 4 столбика, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. 3 столбика, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 4 столбика, прибавка. 1, 2, 3, 4. Теперь делаем прибавку. Первый столбик, второй, прибавка закончена. Теперь вяжем 3 столбика и прибавку. 1, 2, 3, прибавка. 4 столбика и прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. Делаем соединительный столбик. Наш ряд закончен. Сейчас у нас по кругу 46 столбиков. В 19 ряду провязываем петлю подъема и вяжем из каждой петельки 1 столбик. Вяжем самостоятельно. В конце делаем соединительный столбик. В 20 ряду вяжем 11 столбиков самостоятельно. Я уже 11 провязала. В следующую петлю вяжем прибавку. Затем вяжем 22 столбика.
1, 2. В каждую петельку провязываем 1 столбик. Вяжем самостоятельно. Я провязала 22 столбика. В следующую петлю делаем прибавку. Первый столбик, второй. Далее вяжем до конца ряда 11 столбиков без накида. Из каждой петельки провязываем по одному столбику. В конце ряда делаем соединительный столбик. 21 по 24 ряд провязываем 48 столбиков без накида, то есть без изменений. Из каждой петельки вывязываем 1 столбик. Начинаем вязать 25 ряд. В 25 ряду делаем петлю подъема, как обычно, и вяжем 6 столбиков убавка 6 раз. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вяжем убавку. Поднимаем передние стенки двух петель, провязываем их вместе. Повторяем эту комбинацию еще 5 раз. У нас должно по кругу получиться 42 столбика. В конце ряда нужно сменить нить на розовую. Мне осталось провязать последнюю убавку. Берем розовую нить и завершаем убавку розовой нитью. Затем все ниточки подтягиваем, зеленую обрезаем и связываем с розовой нитью. И затем делаем соединительный столбик. В 26 ряду провязываем 42 столбика. И из каждой петельки вывязываем 1 столбик без накида. Вяжем самостоятельно. Начинаем вязать 27 ряд. Этот ряд будем провязывать за заднюю стенку. Вяжем комбинацию 5 столбиков и убавка. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. И теперь делаем убавку. Поднимаем задние стеночки двух петелек. Первая. Сейчас вторая. Провязываем их вместе вот таким образом. А за передние полупетли мы будем ввязывать юбочку. Вяжем комбинацию 5 столбиков убавка, еще 5 раз за заднюю стенку. С 28 ряда по 30 ряд вяжем 36 столбиков без накида, то есть вяжем 3 ряда без изменений. 31 ряд вяжем 4 столбика убавка. Сделали петлю подъема, затем сюда же вяжем 1 столбик, дальше в следующую петлю второй, третий, четвертый и убавка. Поднимаем передние стенки двух петелек, провязываем их вместе. Эту комбинацию вяжем до конца ряда. У нас по кругу должно получиться 30 столбиков. Начинаем вязать 32 ряд. В 32 и 33 ряду вяжем без изменений. Из одной петельки 1 столбик. Вяжем самостоятельно. Начинаем вязать 34 ряд. В 34 ряду вяжем комбинацию 3 столбика убавка. Сделали петлю подъема. Вяжем 1,
2, 3 и убавка. Поднимаем передние стенки 2 петель и провязываем их вместе. Вяжем эту комбинацию еще 5 раз. У нас по кругу должно получиться 24 столбика. Начинаем вязать 35 ряд. Вяжем 2 столбика и убавку. Сделали петлю подъема. Провязываем 1, 2. Теперь убавка. Повторяем эту комбинацию еще 5 раз. В следующем ряду будем ввязывать наши ручки. Кончила вязать 35 ряд нашего тела. Теперь давайте провяжем 6 соединительных столбиков для смещения. То есть вводим в крючок и вяжем соединительных столбик. Необходимо их провязать, чтобы начало ряда у нас шло посередине нашей спинки. Начинаем вязать 36 ряд, делаем петлю подъема, затем вяжем столбики без накида. В этом ряду мы будем ввязывать руки. Провязываем 2 столбика без накида, затем берем нашу ручку, она должна располагаться вот так, изгиб у нас спереди. Складываем ее пополам и провязываем вместе с петельками туловища. Вводим крючок в петельки рукава вот за обе стенки, затем вводим в петельку туловища, и провязываем их вместе. Берем следующие 2 петельки рукава, то есть по петельке с каждой стороны. Подхватываем следующую петельку туловища и провязываем их вместе. Вот таким образом мы должны ввязать руку. Вяжем еще 3 петельки самостоятельно, то есть подхватываем по петельке с каждой стороны на рукаве и петельку туловища и провязываем все вместе. Я ввязала одну руку. Теперь необходимо провязать столбики без накида до следующей нашей ручки. Я провязала 5 столбиков до следующей руки. Теперь опять берем ручку, заводим крючок за петельки с обеих сторон, вводим крючок в туловище и как с другой рукой провязываем 5 петелек. Чуть-чуть неудобно вам показывать. Вот вводим за одну стенку, за другую, потом находим петельку туловища, вот у нас следующая, вводим крючок и вот так провязываем вместе. Таким образом нам нужно провязать 5 столбиков по руке и туловищу. И до конца ряда нам осталось провязать 1 столбик без накида, затем делаем соединительный столбик. 37 ряд, вяжем 18 столбиков без накида. Затем в конце ряда делаем смену нити на основной цвет. Я закончила 37 ряд, сменила нить на зеленый. Теперь провязываем один ряд 18 столбиков и затем нить отрезаем. Давайте сейчас свяжем юбочку, чтобы потом хвост нам не мешал это делать. Вводим крючок за переднюю стеночку петель, которые остались у нас на вот этой вот кофточке. Фиксируем нить, сразу все подтягиваем. Теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид и в эту же петельку провязываем столбик с одним накидом. Затем опять делаем накид, вводим крючок в следующую
полупетельку и провязываем столбик с одним накидом. Опять накид в эту же петельку, вводим крючок, вяжем еще один столбик с накидом. Таким образом, за каждую полупетельку вам нужно провязать по 2 столбика с одним накидом. А вот этот кончик вяжем и прячем. Прячем в процессе вязания. Я провязала первый ряд нашей юбки. Теперь делаем 3 воздушных. В конце сделала соединительный столбик. Теперь делаем 3 воздушные петли. Затем вяжем 1 столбик с накидом, воздушная петелька, следующий столбик с накидом, опять воздушная петелька, следующую петлю столбик с накидом. Таким образом вяжем до конца ряда. Повторяем комбинацию столбик, воздушная петелька. Начинаем вязать третий ряд. Вяжем 3 петли подъема. Затем делаем накид и теперь провязываем столбик вот в эти арочки. Затем воздушная петля, опять столбик в арочку, воздушная петля, столбик с накидом в арочку. Так провязываем до конца ряда. В конце ряда делаем соединительный столбик и нить обрезаем. Давайте свяжем хвостик. Набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Делаем 2 воздушные петли, как обычно. 1, 2 и провязываем 6 столбиков во вторую петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем соединительный столбик, петля подъема. В следующем ряду вяжем 1 столбик, прибавка. Я поставила маркер, вяжем сюда же 1 столбик, в следующую петельку прибавка, то есть 2 столбика из одной петли. Столбик, прибавка. Вяжем эту комбинацию еще раз и делаем в конце соединительный столбик. Третий ряд вяжем 9 столбиков без накида, то есть из каждой петельки провязываем по 1 столбику. В конце делаем соединительный столбик. Вяжем самостоятельно. Четвертый ряд делаем петлю подъема, вяжем 2 столбика и прибавка. Первый столбик, второй, прибавка, первый, второй, прибавка. Эту комбинацию повторяем еще 1 раз. И в конце делаем соединительный столбик. У нас по кругу должно получиться 12 столбиков. 5 и 6 ряд вяжем по 12 столбиков в каждом ряду. То есть провязываем из одной петли 1 столбик. Вяжем самостоятельно. Начинаем вязать 7 ряд. Вяжем 3 столбика и прибавку. Сделали петлю подъема. 1, 2, 3. Теперь вяжем прибавку, то есть 2 столбика из одной петельки. Вяжем эту комбинацию до конца ряда. У нас по кругу 15 столбиков. 8 ряд вяжем 15 столбиков без изменений. 9 ряд вяжем
петлю подъема, 4 столбика и прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. Эту комбинацию вяжем до конца ряда. У нас по кругу должно получиться 18 столбиков. 10 ряд провязываем 18 столбиков, то есть без изменений. Из каждой петельки вывязываем 1 столбик. 11 ряд вяжем петля подъема, затем 5 столбиков и прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую петлю провязываем прибавку. Эту комбинацию вяжем до конца ряда, в конце делаем соединительный столбик. У нас по кругу должно получиться 21 столбик. Начинаем вязать 12 ряд. В 12 ряду вяжем 10 столбиков прибавка, 2 столбика прибавка, 2 столбика прибавка и 4 столбика. Сначала вяжем 10 столбиков. Также петля подъема, затем провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь прибавка. Из одной петельки вывязываем 2 столбика. Теперь вяжем 2 столбика по одному столбику в каждую петельку. Прибавка в следующую петлю. Дальше столбик, еще 1 столбик. Теперь прибавка. И нам осталось провязать 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Тринадцатый ряд вяжем 24 столбика без накида. То есть из каждой петельки провязываем по одному столбику. Вяжем самостоятельно, в конце ряда делаем соединительный столбик. Начинаем вязать 14 ряд, вяжем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Затем вяжем прибавку. Далее вяжем 4 столбика. Два, 3, 4. Прибавка. Четыре столбика опять. 1, 2, 3, 4. Прибавка. И нам осталось довязать еще 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Далее делаем соединительный столбик. Пятнадцатый ряд провязываем 27 столбиков. Из одной петельки вывязываем 1 столбик. То есть провязываем без изменений. Начинаем вязать 16 ряд, сделали петлю подъема, теперь провязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, прибавка, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка, далее вяжем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка, 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и соединительный столбик. Мы закончили вязать хвостик, оставляем нить для пришивания и отрезаем ее. Мы закончили вязать хвостик, оставляем длинный кончик для пришивания, наполняем холофайбером и пришиваем к телу. Как вы видите, хвостик вот здесь идет изгиб у хвостика, это вверх, то есть к телу будем пришивать вот так. Выполняем самостоятельно. Начинаем вязать крылья. Набираем 8 воздушных петель из пряжи основного цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Во второй петле от крючка мы провязываем 6 столбиков. 1, в следующую 2, 3, 4, 5, 6. В последнюю петельку необходимо провязать 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В процессе вязания этот кончик необходимо спрятать. Дальше мы вяжем 4 столбика по обратной стороне. 1, 2, 3, 4. У нас остается здесь 2 петельки, мы их не трогаем, набираем одну воздушную петлю и разворачиваем наше вязание. Далее вяжем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, затем 3 прибавки, 1, 2, 3 и 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
последняя 7. 3 воздушные петли, разворачиваем вязание, пропускаем одну петельку, то есть начинаем вязать со второй петельки, вяжем 18 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот эти петельки мы не провязываем. Делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание, вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4, 3 прибавки. 1, 2, 3 и 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Три воздушные петли, 2, 3, разворачиваемся, пропускаем первую петельку, во вторую провязываем столбик без накида. 1, следующий, 2. Нам необходимо провязать еще 12 столбиков. Всего их должно быть 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. В 14 столбике нам необходимо нить поменять на желтую. Берем желтую нить и завершаем 14 столбик желтой ниточкой. Вот таким образом ниточку подтягиваем, затем делаем соединительный столбик. Зеленую нить можно обрезать. Итак, зеленую нить я спрятала в вязании. Начальный кончик я отрезала уже. Вот наше крыло. Нам необходимо его обвязать. Так, сделали одну воздушную петлю. Теперь начинаем обвязывать наше крыло. В процессе обвязки вот этот второй кончик необходимо спрятать.
Так, вяжем самостоятельно. Вот здесь, где выпуклые кончики, я по краям делала 2 столбика. А в остальных случаях вяжем по одному столбику. Доходим до начала ряда вот этого желтого и делаем в конце соединительный столбик. Нить обрезаем, оставляем кончик для пришивания. Вот такое крыло у меня получилось. Надеюсь, у вас такое же крылышко получается. Так, теперь необходимо его пришить к туловищу. Так. Одно крыло у меня уже пришито, и второе я буду пришивать вот так. Начинаем вязать голову. Набираем 7 воздушных петель. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь во вторую петлю от крючка начинаем провязывать прибавку. Затем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В последнюю петлю провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вот этот кончик будем прятать сразу в процессе вязания. Теперь по другой стороне вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 и прибавка последнюю. То есть 2 столбика из одной петли. Теперь второй ряд начинаем вязать. 2 прибавки. Я возьму маркер, поставлю. Я поставила контрастную ниточку вместо маркера. Вяжем 2 прибавки. 1 и сюда же второй же столбик. А в следующую петлю 2 столбика. Это наша вторая прибавка. Далее вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 3 прибавки. 1, 2, 3, 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Наш ряд закончен. Начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду вяжем 22 столбика. Так, маркер переставили. Вяжем 1, 2. Провязываем третий и четвертый ряд без изменений. То есть из одной петельки 1 столбик. В пятом ряду вяжем 2 столбика.
1, 2. Затем начинаем вязать прибавки. Вяжем 8 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я провязала 8 прибавок. Теперь необходимо довязать до конца ряда столбики без накида. Вяжем 12 столбиков без накида. В каждую петельку 1 столбик. 1, 2, 3, 4. Продолжаем самостоятельно. Начинаем вязать 6 ряд. Вяжем 1 столбик, прибавка. 10 раз повторяем эту комбинацию. Столбик, следующую прибавка. Столбик, прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 8 раз. Далее нам осталось провязать 10 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем самостоятельно. Начинаем вязать 7 ряд. В 7 ряду вяжем комбинацию 4 столбика и прибавка. 1, 2, 3, 4. Затем прибавка. Повторяем эту комбинацию до конца ряда. У нас по кругу должно получиться 48 столбиков. Я провязала 7 ряд. У меня сейчас голова выглядит вот так. С 8 по 14 ряд вяжем по 48 столбиков в каждом ряду. То есть провязываем без изменений. Из одной петельки 1 столбик. Вяжем самостоятельно. Начинаем вязать 15 ряд. Вяжем комбинацию 6 столбиков и убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь поднимаем передние стенки 2 петель и провязываем убавку. Вяжем эту комбинацию еще 5 раз. У нас по кругу 42 столбика. 16 ряд вяжем 5 столбиков и убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь делаем убавку. Поднимаем передние стенки 2 петель и провязываем их вместе. Вяжем эту комбинацию еще 5 раз. У нас по кругу должно получиться 36 столбиков. Вяжем 17 ряд, 4 столбика и убавка. 1, 2, 3, 4. Теперь убавка. Первая петля, вторая. Провязываем вместе. Вяжем эту комбинацию еще 5 раз. У нас по кругу 30 столбиков. Я довязала ряд до конца, поставила глаза между 6 и 7 рядом. Между глазами расстояние считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбиков. Продолжаем вязать. Голову слегка можно набить холофайбером. 18 ряд вяжем 3 столбика и убавка. 1, 2, 3. Теперь вяжем убавку. Эту комбинацию повторяем еще 5 раз. У нас по кругу должно получиться 24 столбика. 19 ряд вяжем 2 столбика и убавка. 1, 2,
убавка. Повторяем эту комбинацию еще 5 раз. У нас по кругу должно выйти 18 столбиков. Заполните голову холофайбером и начинаем вязать 20 ряд. 1 столбик и убавка. 1 столбик, убавка. 1 столбик и убавка. Эту комбинацию провязываем еще 4 раза. У нас по кругу 12 столбиков. В следующем ряду начинаем вязать 6 убавок. Поднимаем передние стенки 2 петель и провязываем вместе. Это первая убавка. Далее идет вторая убавка. Если вам необходимо наполнить голову, заполняйте ее сейчас. Довязываем ряд с убавками. Нам нужно провязать еще 4 убавки. И затем у вас по кругу останется 6 столбиков. Эти 6 столбиков необходимо стянуть. Нить обрезать, вдеть ее в иголку и стягивать по петлям. Я довязала ряд до конца, вытянула нить, вдела ее в иголочку. Теперь начинаем стягивать отверстие. Вводим иголку за полупетли и затягиваем. Теперь в следующую. Опять затягиваем. Так проделываем эту процедуру до тех пор, пока у нас отверстие станет незаметным. Затем нить фиксируем, прячем ее в голове. Сделаем утяжку. Я взяла пряжу, ту же самую. Если у вас есть другая под цвет вашей пряжи, более прочная, то можете взять ее. Вводим иголку внизу головы, выводим в уголок глаза, как обычно. Кончик оставляем. Затем вводим иголку в другой уголок глаза и выводим иглу в соседнем столбике от того места, где мы вводили иголку. Подтягиваем ниточки, наш глазик. Теперь утягиваем до нужной степени. Вот, мне вот так достаточно будет. И эти кончики необходимо связать на 2 узелка. Теперь я завязала ниточки на 2 узелка. Вводим иголку в другой уголок глаза, вернее, в уголок другого глаза. Затем, так же как и с другим глазом, поступаем. Подтягиваем до нужной степени. Вот так у меня получается утяжка. Теперь нитки завязываем на 2 узелка и прячем в голове. Наша утяжка закончена. Так выглядит мордашка. Давайте свяжем рога. Я один связала, он выглядит вот так. Теперь с вами свяжем второй. Набираем 2 воздушные петли. Один, 2. И провязываем 6 столбиков во вторую петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Далее вяжем 1 столбик и прибавка. 3 раза комбинацию повторяем. 1 столбик, прибавка, то есть 2 столбика из одной петли. Это первый раз. 1 столбик, прибавка. Это второй раз. И последний 1 столбик, прибавка. Начинаем вязать третий ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3 и 6 полустолбиков с одним накидом. Первый накид, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Четвертый ряд вяжем 9 столбиков без накида, то есть провязываем ряд без изменений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выворачиваем на лицевую сторону. Вот такой рог у нас получается. Делаем соединительный столбик в следующую петлю. Нить необходимо обрезать, оставить длинный кончик для пришивания. И пришиваем наш рог. Так, если вы посмотрите, то у нас одна сторона получилась немного длиннее. Это у нас задняя часть получается. А где короткая сторона, это передняя часть. Пришиваем его вот таким образом. Во время пришивания необходимо наполнить рог холофайбером. Теперь нам необходимо связать шипы. Шипы у меня идут как бы 3 размеров. На голове 3 больших, затем они идут по хвосту, чтобы было видно. Вот здесь у меня начинается средний и 2 маленьких. И вот здесь я сделала в конце несколько стежков белой пряжей. Итак, я буду вязать большой и скажу, когда необходимо будет обрезать, чтобы получить маленький шип и средний. Приступим к вязанию. Набираем, как обычно, 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду вяжем 1 столбик и прибавку. 1 столбик, прибавка. 1 столбик, прибавка. И 1 столбик, прибавка. Так, если вы вяжете шип маленького размера, то в следующий столбик делайте соединительный столбик. Нить оставляете подлиннее для пришивания. Вот такие вот маленькие шипы складываются
пополам и пришивается на кончик хвоста. У меня таких маленьких шипа 2. Так, если вы вяжете средний шип, то продолжаем наше вязание. Необходимо сделать 2 столбика и прибавка. 2 столбика. Прибавка. 5. 2 столбика. Прибавка. И последний раз 2 столбика. Прибавка. Это у нас получился средний шип. Нам необходим он 1. Из-за этого делайте в следующую петлю соединительный столбик. Нить отставляете для пришивания. И вот так складываете ее пополам, пришиваете. Этот средний шип у меня идет вот здесь, под платьем. А 2 мелких идут ближе к концу хвоста. Так, для большого шипа нужно провязать еще 1 ряд. В следующем ряду мы вяжем 3 столбика и прибавку. Прибавка. 1, 2, 3. Прибавка. И последний раз. 1, 2, 3. Прибавка. Это наш большой шип для головы. Следующую петлю делаем соединительный столбик, обрезаем нить, оставляем длинный кончик для пришивания. Вот, я обрезала нить, вытянула ее, шип складываем пополам, и я буду его пришивать вот здесь. То есть по голове у меня идет 3 шипа. Между шипами расстояние 2 столбика. А на хвостике они идут подряд, без расстояний, без промежутков. Вот. Давайте теперь свяжем ушки. Берем нить основного цвета, делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков. То есть как обычно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вяжем 1 столбик и прибавка. 1 столбик, прибавка. 1 столбик, прибавка. И последний раз 1 столбик, и прибавка. Начинаем вязать 3-й ряд. В 3-м ряду вяжем 9 столбиков. То есть провязываем ряд без изменений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Теперь складываем пополам и провязываем детальку за обе стороны. Сейчас лишнюю ниточку отрежу. Вводим крючок за обе стенки и провязываем столбик без накида. Так, у меня получилось 3 столбика. Сейчас у меня 4-й. Вот здесь у нас в серединке осталась одна петелька. Вот, вводим крючок за обе стенки, вытаскиваем нить и потом вводим вот здесь в серединку, захватываем нить, вытаскиваем ее. Вот. И провязываем вместе 3 петельки. Вот такая деталька у нас получается. Необходимо нить обрезать, оставив длинный кончик. Пришивать ушко будем вот так. Сейчас вам покажу, что дальше делать. Я обрезала нить, взяла иголочку. Теперь мы это ушко складываем вот так пополам и прошиваем его. То есть вводим за стеночки таким образом. Делаем несколько стежков. Вот такое ушко у нас должно получиться. И его пришиваем к голове. Теперь смотрим. У меня вот эти шипы идут посередине головы. Затем я пропустила вот 1-2 столбика и пришиваю рога. Между рогом и ухом у нас 1 столбик. Можете начать пришивать наши вот эти мелкие детали. Так, от глаз до рога у нас 3 столбика вверх. Пришиваем самостоятельно. Так, я вышила бровки, все детальки я пришила. Вот здесь ноздри вышила. Это у меня черная плюшевая пряжа. Так смотрится голова. Теперь нужно голову пришить к туловищу. Туловище у меня тоже уже готово. Вот крылья пришила. Шипы тоже пришила. Теперь нужно соединить 2 части. Я пришила голову к телу. Вот такая игрушка у меня получилась. Сзади у нас крылья, шипы. Надеюсь, у вас получилась такая же игрушка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!